Французские орудия открыли огонь в 4 часа утра. Испанцы ответили тем же. Битва началась около 5 часов кавалерийской атакой обоих французских флангов. На левом крыле Ла-Ферте атаковал слишком быстро, расстроив ряды конницы во время сближения с противником. А Изенбург повел своих людей в атаку медленной рысью, сохранив порядок. В результате французы были опрокинуты, а Ла-Ферте ранен и взят в плен. Лапиталь с остальной частью кавалерии пытался контратаковать, но тоже был ранен, а его эскадроны бежали. Казалось, что французы проиграли битву. Но на другом крыле бой сложился совершенно иначе. Гассион с 7 эскадронами двинулся через захваченный ранее лес, чтобы обойти Альбукерке слева. Тот развернул фронт и отбросил Гассиона в лес, однако при этом Альбукерке открыл свой фланг, куда ударили подоспевшие 8 эскадронов Канде, наступавшие быстрой рысью. Гассион с меньшими силами был отправлен в преследование, а сам Канде с большей частью эскадронов обошел испанцев с тыла, ударив во фланг валлонам из Бельгии и немцам. Эти подразделения не оказали серьезного сопротивления и были сметены первым же натиском. Тем временем Изенбург на своем правом крыле теснил французскую пехоту. Казалось, что она будет обращена в бегство, но в отличие от Канде он атаковал противника в лоб. Удачный момент был упущен. Французский резерв из 800 кавалеристов контратаковал Изенбурга, остановив его атаку. Некоторое количество валлонов из разбитого крыла Альбукерке соединилось с Изенбургом. Несмотря на это, французам удалось их оттеснить и вернуть несколько потерянных орудий. Исход боя висел на волоске, и тут Канде, обойдя линии центра, появился в тылу Изенбурга. Лапиталь с уцелевшими остатками кавалерийских частей левого фланга покинул лес и атаковал немцев в правый фланг. Раненый Изенбург сопротивлялся, но ситуация была безнадежной. Один испанский полковник попал в плен, другой не смог остановить бегущее крыло. Оставшиеся 5 терций испанцы перестроили в каре, однако Канде тоже перестроил свою армию для атаки. 3 первых атаки были отражены испанцами. Около 9:30 французы готовили 4-ю атаку. К этому моменту исход боя был уже предрешен. Для поддержки лобовой атаки пехоты французы подтянули несколько орудий, а французская кавалерия зашла в тыл испанцам. Они полностью были окружены, и у них закончились боеприпасы. В строю их осталось не более 8000. Французы бросились в 4-ю атаку, ворвались в ряды испанцев и задавили их числом. В живых осталась лишь 4-я часть испанских солдат. К 10 часам испанская пехота, включая элитные полки ветеранов, была уничтожена, либо попала в плен.